Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у нас битва титанов. Да, Василиса, я надеюсь, поможет в этой битве, хотя она может в любой момент нас покинуть. Не обижайтесь на нее. Она у нас актриса капризная. Итак, сегодня будут принимать участие в битве ниндзя слайм, подделка, и супер слайм. Василиса, пока. Тоже очень похоже на ниндзя слайм. Поэтому, можно сказать, будут принимать участие две подделки. И мы выясним, какая лучше. Итак, у меня в руках супер слайм. Купила его за 200 рублей. Согрей, мне, тяни, выдувай. Серия с трубочкой. И самое интересное, что это сделано в России. Очень интересно, потому что такая же серия была у Ниндзя Слайм. Посмотрим. Объем небольшой, 120 грамм. Цвет обещает быть красивым. Василиса покинула нас для того, чтобы заняться своими проблемами и делами. Она готовится ко сну. Итак, у нас внутри очередной водопад жидкого слайма. Тетраборат добавлять не буду специально. Еще раз повторяюсь, игрушка должна быть готовой к игре. Как же я не люблю жидкие слаймы. Он с блесками. Хотелось бы его увидеть во всей красе. Как вы думаете, удастся мне его протестировать? Красивый должен быть цвет. Растягивается он, конечно, не растягивается, потому что он просто как водопад сливается. Честно говоря, в руки брать его страшно. Хотя. Пахнет натурально. Если бы он не был столь жидким, он был бы очень красивым. Правда. Но он очень липкий. Проверим, как можно надуть с него пузыри. Слишком быстро лопаются. Пузыри получаются никакие. Печально. Даже лопнуть не успеваю. Слайм был бы очень красивым. Возможно, что-то получилось бы с него. Но в данном случае я отправляю его в контейнер. И остатки слайма остались на мне. Но красивый. Нашла еще один поддельный ниндзя слайм. Объясняю почему. Во-первых, на сайте официальном такого точно нет. Во-вторых, Вселенная. Название Вселенная.
Что за вселенная, непонятно. Здесь откровенно написано, что сделано не в России. И здесь информация отличается от настоящего ниндзя слайма. Но самое интересное, что в таких слаймах есть секрет. Он светится очень необычно. Вот такой ниндзя внутри. Это, конечно, не настоящий. Но идея была интересная. Вот то, что было внутри. Слайм без особого запаха. Цвет красивый. Растягивается. Наверное, должен был вот такой эффект быть. Или, может быть, не такой. Слайм самый обычный. Немножко жестковат. Если тот был очень жидкий, то этот чуть-чуть жестковат. Но не липнет к рукам, к ногтям. Для меня это большой плюс. Растягивается, не сразу рвется. Что еще нужно от слайма? Тестируем на надувание пузырей. Но если постараться, пузыри получаются. Еще один. Он даже не сразу прокалывается. В общем, однозначно плюс этому слайму, минус тому. В данном случае. Я думаю, если их смешать, то получится один отличный слайм. Наверное, в конце я так и сделаю. И еще один супер слайм. Точно такой же, как предыдущий. Только другого цвета. Под цветом моих ногтей и есть звездочки. Может быть, он не растаял. Мечты, мечты. Нет, он тоже растаял. Боже мой. Можно, дорогие мои зрители, я не буду его доставать. Я потом не отмоюсь просто. Это даже хуже, чем предыдущий. Это просто очень, очень жидкий слайм. Здесь нужно много тетрабората. Потому что я увлеклась. Жаль. Очень жаль. Ради вас я все-таки решила немного добавить тетрабората в данный слайм и посмотреть, что получится. Потому что красивый цвет и не испробовать его будет печально. Рискнем?
процесс пошел. Будь что будет. Вот почему они становятся жидкими? Вы можете мне об этом рассказать? Напишите свой вариант мне в комментариях. Прошло уже 2 часа, для вас 3 секунды, а мне 2 часа. Я все еще делаю свой слайм. Кстати, я добавила туда еще тетраборат. Прошел еще час. Мой тетраборат закончился. Пришлось бегать в аптеку, купить новый. Но все равно слайм как прилипал к рукам, так и прилипает. Какой ужасный слайм. Ух ты. Кошмар. Вот поэтому я не люблю изменять слаймы. И потому что игрушка должна продаваться в правильном виде. О, у меня что-то получается. Прошло еще некоторое количество времени. Огромное количество тетрабората было израсходовано, а оно все равно липнет. Я думала, что будет очень жесткий, а оно все равно липнет. Так что мой эксперимент не удался. Но я попробую надуть пузыри. А вот пузыри получаются. А вот такие пузыри получаются из слайма. В общем, я разочарована. Василиса уснула и видит сны. А я все еще пытаюсь сделать обзор на слаймы. Надеюсь, вы еще со мной. У нас тест последнего слайма. Присоединяйтесь. Итак, последняя подделка ниндзя слайм. У нас с ароматом винограда. Вы такой встречали? Меня нет. И он должен менять цвет. Честно говоря, не знаю, на какой цвет он может поменять. Естественно, там есть тоже светящийся элемент. Есть трубочка. Открываются они очень странно. Потому что они не закручиваются, они просто закрываются. Поэтому открывать неудобно. Хочу заметить, что здесь красный и синий очень похожи на маячок ГАИ. Наверное, это отсыл к тому, что это подделка. Оп. Вы посмотрите, какая здесь штука. Чтобы не высыхало. Итак, у нас вот такого цвета. Красивый цвет на самом деле. Ух ты. Сразу с пузырем. Цвет красивый. Галактику напоминает. Проблесковый маячок. Оценим слайм. Прекрасно. Он не липнет к рукам. Боже мой, это счастье. Кликает
хорошо. Растягивается. Прелесть. Хоть и подделка. Жаль, сквозь слайм не очень видно, что там что-то блестит. Все. Мне нравится его цвет. Асфальт. Или еще что-то. И осталось проверить пузыри. Неплохо. Итак, на этом я закончу видео обзор на поддельные слаймы и супер слаймы. Хочу сказать, что даже поддельные слаймы мне больше нравятся, чем супер слайм. Возможно, что-то пошло не так, и супер слайм растаял. В данном случае просто мне не повезло. Но на сегодняшний день мне нравятся подделки. Что нравится вам? И были ли у вас такие слаймы? Напишите мне об этом в комментарии. Я с удовольствием прочту. На комментарии я отвечаю. Подпишитесь на канал, если первый раз. Приходите еще. Обязательно. Видео выходит каждый понедельник и четверг. Прелесть. Я рада каждому зрителю. И спасибо за то, что досмотрели до конца мое видео. Надеюсь, оно было полезным. А на этом все. Пока-пока.